Ты чувствуешь, что что-то изменилось, и его поведение стало другим. Его слова звучат иначе, его энергия уже не та. Ты думала, что знаешь его намерения, но вдруг все перевернулось. Что он теперь думает о тебе? Какие чувства скрывает? Почему его планы изменились? Карты все покажут. Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодняшний наш расклад о мужчине, который был или есть в твоей жизни, но внезапно его мысли, планы, намерения поменялись. Или меняются. Что происходит, что произошло, что он чувствует к тебе сейчас, его намерения и планы, давай узнаем. Давайте, друзья, начнем с того, что посмотрим в общем, что изменилось в его сознании, чтобы прощупать энергетики, да, на каких частотах сейчас с вами находится загаданный мужчина, загаданный человек. Настройтесь на себя, на своего партнера, на свою ситуацию. И давайте спросим первый вопрос. Когда именно произошел этот переломный момент, да? Ну, по-моему, вот у меня такое ощущение, что это уже относительно давно и приблизительно год. Где-то в течение года идет. Минимум месяц, максимум год. Вот так вот. Скорее всего, это все равно происходило днем или на закате, или на рассвете. Да, вот это событие было вот днем, на закате, на рассвете. То есть светило солнце, но как минимум месяц, максимум год. Да? Хорошо. Вот какая мысль о тебе заставила изменить его планы на тебя? Но здесь тут нужно понимать, он заигрался или он проиграл. Поэтому он как бы осознавал либо проигрыш в этой ситуации, что он не выиграет, или что может проиграть. Либо что игра как бы уже не стоит тех свеч, да, которых ему светили изначально. Либо он боялся не выиграть, да, то есть неуверенность где-то может быть в себе, да, и он это начал осознавать. Хорошо, давай тогда спросим, почему-то мне вот идет из этой комбинации, что сейчас занимает его разум и владеет его разумом, да, вот здесь с одной стороны игра, а здесь осознанность какая-то, да. Что сейчас владеет его разумом? Ну, здесь есть талисманы. А талисманы, они обычно сопутствуют какой-то удаче, да, то есть он с одной стороны стремится к какому-то успеху, да, то есть он сосредоточен на успехе, а с другой стороны он защищается от каких-то, возможно, не очень хороших последствий или событий в своей жизни. То есть его сейчас разум занят защитой и успехом, да, вот так. Ну, это может касаться, конечно, и ваших отношений, но у меня такое ощущение, что это больше сосредоточенность не на отношениях, а на каких-то его внутренних моментах в его судьбе, да, в его личной жизни, да, именно в его, а не в вашей совместной. Хорошо, давай тогда посмотрим вот сейчас, да, его чувства к тебе на данный момент, в общем, и что он реально испытывает, когда думает о тебе. Психует, бесится, прям бесы выпадают, да, и беснуется, да, то есть, но по сути не очень хорошее настроение у него по отношению к тебе, вот как по состоянию на здесь и сейчас, в разрезе этого расклада, в разрезе момента. Возможно, это не всегда так, но, видишь, карты показывают бесноватость. Почему у тебя так, можешь написать в комментарии, как ты считаешь. Беснуется ли он? Именно бесноватость. Ну, что это? Это агрессия. Это агрессия. Может быть скрытая.
очень качественно замаскированы. Хорошо, вот у меня сейчас прямо приходит и напрашивается вопрос, какие эмоции он старается скрыть. Коль уж вырвалось у меня, да, из потока замаскировано, да, вот какие эмоции он скрывает или пытается скрыть. Ну, ему больно. Больно на сердце, больно на душе. И где-то он скрывает тщательно, что привязан сердцем к тебе. Свою привязанность он скрывает и боль. Окей. Иглы это вообще как бы в обряде, но я почему-то здесь их вижу и чувствую из потока, что это больше вот как будто бы он к тебе привязан. И это его, может быть, с одной стороны и бесит, но с другой стороны привязанность есть. И он это скрывает. Хорошо, а давай спросим, что его радует и что тревожит в связи с тобой, да? Ну, как минимум радует его то, что он, возможно, как-то выглядит благородно. То есть его радует благородство, а тревожит его потеря силы или потеря уверенности в себе. Вот так вот. То есть он до конца, как можно сказать, не уверен в каких-то моментах. Да? В собственных моментах. Не по отношению к тебе, а в себе он не уверен, не в тебе. Окей. Хорошо. Давай тогда теперь перейдем. Так, немножко посмотрели, да, его чувства. Вот его планы в отношении тебя. И спросим, вот каким был его первоначальный замысел, да, вот что он себе изначально задумывал. Ну, знаешь, здесь зависть выпадает, да, а зависть, она обычно в таком, знаешь, он хотел покрасоваться. Может быть, перед кем-то, как это называется, он хотел казаться большим, нежели являлся. То есть это, это называется кич, понт или выпендрёж, да, вот так. Изначально он хотел казаться, может быть, с тобой, может быть, для тебя, как сам, да, чем-то большим, чем являлся на самом деле. И изначально он как минимум хотел, чтобы ему завидовали или обращали на него внимание и завидовали ему, да, понимаешь? Ну, зависть. Окей. Ну и изначально, может быть, он хотел, чтобы ты ему завидовала чем-то. Или, у меня такое ощущение, просто он хотел быть тем, чем не был. Или стремился быть чем-то большим, чем мог. Вот так даже. Окей. Хорошо, давай тогда спросим, раз так. А как он видит вас вместе сейчас? Разбитое сердце. Но все равно сердце. И вот это вот разбитое сердце, то, что я говорил, оно болит. То есть он вас видит больной парой. Или хромой, як це українською кажуть, хрома качка. Да? Ну, буває таке, да. То есть он видит вас вместе страдающими. Он это чувствует, что ты страдаешь, и он страдает, да. То есть, как бы вот этот резонанс сердец, он, видишь, тут сохраняется, как ни странно, да, видишь. Я четенько подметил этот момент здесь. Ну, хорошо. И он скрывает привязанность все-таки. Видите, мы проверили этими сердцами, как раз оно выпало все четенько. Стабильны ли его планы сейчас, или они опять поменяются? Насколько стабильны его планы сейчас? Пока стабильны. Его планы сейчас по отношению к тебе, они стабильны. И меняться в ближайшем, как бы обозримом полугодии они не будут. Слышишь, да? И вот этот вот год, полугодие или ближайшие месяцы они точно не будут. То есть вот год, если у тебя идет, да, на год, ты смотришь расклад. Вот он, значит, в течение года. В краткосрочный месячные,
месячная перспектива, да, то есть вот или месяц, или год. Ну, в зависимости от твоего промежутка времени, на который ты настроился или настроилась. Окей. Хорошо. А давай тогда посмотрим еще вот эти 3 карты и посвятим вот причины изменений, да, вот какие внешние факторы повлияли на его решение. Или что повлияло на его решение. Руны выпадают. Ну, это какая-то энергия. Давай спросим, какие внешние факторы у рун, да? Какие внешние факторы повлияли на его решение. Ну, здесь высшие силы. Но если мы откинем высшие силы, есть человек, который более авторитетный. Это может быть отец, это может быть мать или человек, которому он доверяет, ну, может быть, где-то даже больше, чем себе. Если откинуть Бога, а это может быть Богом, энергия Бога, то тогда, если мы перенесемся на уровень Земли, то это информация, которая получена от старших или сильнее, людей сильнее или авторитетнее, чем он. То есть, если мы не отдаем это все на поталу высших сил, то тогда мы даем это, объясняем его вот это вот решение, да, внешних факторов. То есть, с одной стороны, да, вот внешние факторы — это высшие силы, а с другой стороны, это именно то, что говорил ему человек. Человек, которому он очень сильно доверяет, больше, чем себе. Ну, может быть, священник. Может быть. По этой руне, да. То есть, если вы не верите во влияние высших сил, тогда это или священник, или для него человек авторитетный. Хорошо. Ну, давайте тогда посмотрим, влияет ли кто-то другой на его отношение к тебе. Вот прямо и проверим. Да, мы же видим, что прям высшие силы как-то его влияют на него и на ваши отношения. Ну, здесь рассорка прямо. Я не исключу, что какой-то или мужчина, или женщина может влиять. Да. Рассорка и как вид воздействия энергетического. Если вы подозреваете, что вас ссорят, да. Могут ссорить родители, может ссорить друг авторитетный, да, то есть такие люди, ну, могут быть. Да, есть люди конкретные, это или мужчина, или женщина, скорее всего, более авторитетный. Если вы проверяете себя на магию, да, в отношениях, то это прямо вид магии рассорка, он так и называется. Окей. Есть ли у него какие-то сомнения, которые мешают ему сделать шаг в вашу сторону? Или в чем он может сомневаться? Ну, он боится менять все в своей жизни. То есть он боится каких-то радикальных шагов, революционных. И глобальных перемен он к ним не готов пока. Ну, вот так интересно. Хорошо. Давайте тогда посмотрим его действия, вот ближайшие, да, его ближайшие действия и спросим, вот будет ли он предпринимать попытки сблизиться, да? Ну, я вам так скажу, он не будет делать резких движений на отдаление. То есть он будет соблюдать такую дистанцию, где не будешь понимать, это близко или далеко. Вот так, дерево. То есть корни есть. То есть, почему я сказал, что он не будет отдаляться? Потому что корни движут, да, то есть не движут ничего. Поэтому давайте немножко, может быть, так. Будет ли он предпринимать попытки сблизиться? Нет, но и отдаляться тоже особо не будет. То есть будет сохранять дистанцию, но и связь на дистанции будет сохранять. Хорошо. Ожидаются ли какие-то неожиданные поступки с его стороны?
Вряд ли, нет. Я не думаю, что неожиданно он что-то поменяет. Здесь власть или трон, квадраты, формы, это все недвижимые моменты. Нет, скорее всего, нечто неожиданное или чего-то неожиданного ждать от него не стоит. Что ему мешает действовать прямо сейчас? Что мешает? Ну, ритуал. Это могут быть и его дела личные. Но с точки зрения магии, может быть, кто-то и подмагичивает, да, то есть здесь мы можем посмотреть этот расклад, в принципе, и колода такая, да, и контекст можно даже задать, что обряды, ритуалы, то есть эти обряды, ритуалы, это его рутина, естественно, и рассорка здесь, бесы, прям, да, вот это может здесь быть вполне в этом раскладе, поэтому прислушайтесь, присмотритесь. Может быть, спросите, это как ты думаешь, может быть, на тебя кто-то подколдовывает или там... Ну, понятно, разные люди по-разному относятся к магии, то есть понимаю. Да, ну, здесь, может быть, человек и чувствует на себе. Если особенно он слышит голоса какие-то, да, вот как бы говорит, так мне высшие силы так сказали. Бывает. Хорошо, давайте тогда спросим. И посмотрим, да. Его блокирует ритуал, да, какие-то силы, да, там, от которых он не зависит, может быть, или которым не может противостоять. Вот чего он тогда боится в отношении вас, и вот боится ли он показать свои истинные чувства? Вот так зайдем, посмотрим. Вы знаете, нет. Не боится он свои истинные чувства показать. Он, когда он адекватный, ну, более-менее, он открытый, в принципе. Окей. Хорошо, тогда спросим, по-другому зададим вопрос. Вот любовь, рассорка. Какие страхи удерживают его от открытого диалога? Ну, на здесь и сейчас, если он молчит, да? Но он не готов к борьбе, он не готов причинять боль, он не готов к активной позиции. И где-то сопротивление, он не хочет причинить боль. И у меня вот такое, знаете, боязнь опять проиграть или быть слабым, или выглядеть слабым. Вот то, что вот здесь проиграть, видите, эта игра, она перекликается с этим воином. Видите, как интересно. По этой диагонали идет. Но, ну, видите, диагональ идет на талисман, но, в принципе, рядом карты, да. То есть он боится проиграть, в принципе, да. Вот какие страхи удерживают его от открытого диалога. Он боится в этом диалоге выглядеть как-то слабым, каким-то инфантильным, может быть, менее мужественным или не отстоять свою позицию, да, то есть или неудачником, даже вот так можно сказать. Можно сказать так. В этой комбинации. Ну, она больше к мужеству какому-то, да, то есть повести себя как-то неестественно, не по-мужски. А сильно по-мужски он боится вам навредить. Ну, сделать больно. Какую-то грань не может переключить, да, в себе. Ну, окей. Или просто устал бороться. Такое тоже бывает. Борьба ж, она ж... Силы всегда надо иметь, да, и мужчине, и женщине на борьбу. А у него нет. Да и у вас может не хватать, да, и он, это такая, знаете, борьба нанайских мальчиков, как говорится. Хорошо. Боится ли он тебя потерять? Давай тогда так спросим. Боится ли он тебя потерять? Да, боится. Но не готов точно. Вот дерево нам подтверждает это, видишь, в конце этой горизонтали. Поэтому может ли он бояться потерять тебя? Может. Боится ли? Скорее, да, затмение. То есть он, ну, для него эта мысль пока недопустима, не готов. Окей. Ну и хорошо, если это хорошо. Если для вас это хорошо.
Давай просто посмотрим, вот как тебе правильно реагировать. И спросим, нужно ли тебе проявить, например, инициативу. Ну, как вариант. Можно проявить инициативу. Подклад — это такая, как бы хитрая инициатива. Да, по этой карте подклад, да, это негативная карта, но как бы она о том, что если ты как бы там что-то подложишь, условно говоря, ну не обязательно это подклад делать, да, это не об обряде, не обязательно. Это как бы появиться, напомнить о себе и так далее, да, то есть свою энергию нужно по этой карте, да, действительно тебе нужно проявлять инициативу. Здесь в этом раскладе, да. Хорошо, тогда давай тогда спросим с другой стороны, вот по реакции твоей, какое поведение может раскрыть его истинные намерения? Как тебе себя вести? Ну, здесь два варианта. Либо ты будешь делать вид, что чего-то не замечаешь. Даже три варианта. Ты можешь делать вид, что ничего не замечаешь, но тогда это инициативы ты не будешь проявлять. Второй, ты будешь делать вид, что ты хмуришься, и тебя это как-то волнует, и ты переживаешь. В принципе, ну, так можно, потому что ты уже проявляешь какой-то. Ну и третий вариант, ты пытаешься все прояснить, то есть идешь с ним на открытый диалог. И можешь говорить так, давай не будем темнить и поговорим на чистоту. Ну вот, как по мне, это лучший вариант. Ну, третий вариант. Но хотя второй тоже запасной. Может быть. А давай спросим, а чего делать категорически нельзя? Чего не делать? Ну, тут крадник. Ну, смотри, как минимум брать себе чужое нельзя, забирать энергию нельзя, вампирить его нельзя, доставать его нельзя, но и магичить по-черному лучше не надо. Все-таки кратник — это разновидность темной магии, подклад как бы проявление инициативы можно, а крадник как вампиризм и попытка, допустим, забрать себе то, что тебе не принадлежит, лучше не надо. Окей. Ну, я думаю, что услышано. И если услышано, поставь лайк, напиши комментарий. Я услышала. И подпишись на канал, в конце концов. Тебе все равно, а мне приятно. Окей. Хорошо. Давай тогда вот... уже много чего пересмотрели, да? Давай спросим. Будущее вашей пары. Здесь любовь. Здесь есть некая борьба. И здесь затмение, да? У меня почему-то такое все-таки затмение, но больше про рассорки. Может быть, и крадники на вас. Рассорки и крадники, они обычно идут как бы параллельно или рядышком близко. Ну и тут есть подклад, такие вот карты, да. Но они часто о сопутствующих рассоркам состояниях, да? Давай спросим будущее и как в итоге сложатся ваши отношения, поскольку есть затмение, да, которое говорит о чем-то темном. Как в итоге сложатся ваши отношения? Святая вода и крест. У вас какие-то прям кармические отношения. Крест, когда видишь, всегда карма, да. Но эти отношения могут еще и очиститься, то есть избавиться от чего-то плохого, поэтому пользуйся святой водой. Но это как бы намек на Феникс, на очищение, да, этих отношений. Ну так. То есть с точки зрения магических обрядов, ритуалов это можно делать, и с точки зрения пытаться очищать эти отношения или хотя бы пойти поговорить с человеком тоже, да, то есть есть шанс, что эти отношения могут очиститься от этой скверны, да, вот этой затмения этого. Хорошо, тогда спросим, будет ли он в твоей жизни надолго, этот партнер, да? Всадник, скоро все прояснится, это может быть началом нового пути. Первая карта из всей колоды. Да, это может быть и надолго. Вполне. То есть шансы эти у тебя пока сохраняются. Всадник очень классная карта. Ой, хорошо. Хорошо. Мне прям понравилось в конце.
А давай спросим, какие события, всадник, он о вестнике новых событий, да, вот мы спросим, какие события могут повлиять на ваш дальнейший путь. Мы видим всадник, за затмением всегда идет открытие чего-то, да, тут прям какие-то дороги могут открыться у вас. Какие события могут повлиять на ваш дальнейший путь? Везение. Вот тебе можно и нужно такой оберег в виде подковы. Ну и это поездка. Поездка, переезд, путешествие и просто удача, удачный момент. Поэтому обращайся к высшим силам, пользуйся там всякими энергетическими моментами в своей жизни, у тебя будет все получаться. Верь в позитив, настраивайся на позитив. Все, в принципе, карты очень хорошие. Твои отношения еще имеют неплохие шансы по вот этим 3 картам снова наладиться. Соответственно, отсюда здесь карта борьбы. Значит, надо бороться за эти отношения. Если ты устал, отдохни. Устала, тоже отдохни. Да? То есть, может быть, сделать какую-то передышку, паузу взять, потом продолжить. То есть, тут накопление энергии, и мне эта карта очень нравится. А тебе нравится эта подкова? Хорошо. Давай тогда в итоге посмотрим, да? Вот итог, какие выводы можно сделать, да? Давай спросим, какое главное послание карты Таро дают тебе, кроме того, что я здесь сделал коротенькое резюме? Какое главное послание дают тебе карты? Смотри, твори свою телему сам. От Алистера Кроули мы уже проходили, мы слышали. Кто не слышал, послушайте. Но здесь есть магия в этом всем раскладе. То есть, возможно, есть темные силы, а возможно, тебе нужно применять магию свою. И какая она у тебя магия, можешь написать. Да? То есть, как ты используешь эту магию. Или сможешь ли ты ее использовать. Сможешь ли ты ее сам использовать. Сможешь ли ты ее доверить кому-то и так далее. То есть, и о магии здесь речь есть. Да? То есть, скорее всего, что-то где-то есть. Но это лучше, конечно, смотреть у себя на отдельном раскладе. Теперь давай спросим, в чем твоя сила? Тебе нужно просто сделать выбор. Сделать правильный выбор. Не бояться сделать выбор. И сделай же уже, наконец, выбор. Сделай свой выбор. Тебе нужно сделать выбор. Окей. И твой выбор — это твой выбор. Выбор всегда есть. Что будет самым важным в вашем дальнейшем общении? Соперничество. Смотри, если ты знаешь, что нету соперницы или нету соперника, то это соперничество между вами, как между эго. Поэтому, возможно, эго нужно немножечко аннигилировать, да? Аннигиляция эго, да, это растворение эго, это первый путь к Богу, да. Кто в теме, тот поймет, о чем я. Но немножко зайдем в такую повседневщину, да, или в рутину. Я скажу так. Как минимум, это третье лицо соперница. И это немаловажный фактор. То есть, и соперничество или борьба. Соперница, соперничество или соперник. Борьба за эти отношения. Это будет важным в вашем дальнейшем общении. И, знаешь, кто кого поборет. Совет лично тебе от карт Таро. Крысы, очисть свое пространство от всего, что может забирать у тебя энергию, красть эту энергию. Крадник здесь может быть. И постарайся очистить свой внутренний мир от всей скверны и оградить себя от вторжения в свой мир всех людей, сущностей, энергетики, которые могут повредить вашим отношениям.
Ничего не бывает просто так. И если его планы изменились, значит, у этого есть веская причина. Но каков твой следующий шаг? Как лучше реагировать? Судьба подскажет, если ты готова или готов услышать ее голос. Если ты сейчас чувствуешь, что это правда, значит этот розклад именно для тебя. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Побачимось. Па-па.